Хадис под номером 51. Передают со слов Убайдуллы ибн Абдуллах о том, что Абдуллах ибн Аббас рассказывал ему: «Мне сообщил Абу Суфьян о том, что Ираклий сказал ему: я спросил у тебя, они увеличиваются или уменьшаются? И ты утверждал, что они увеличиваются. Но такова и вера, пока она не станет полной. Я спросил у тебя, отказывается ли кто-то из них от своей религии из-за недовольства ею, после того, как принял ее? И ты утверждал, что нет. Но так и бывает, когда вера проникает в сердца. Никто не бывает недовольным ею». Глава о достоинстве того, кто освобождается от сомнительного ради своей религии. Хадис под номером 52. Сообщается, что Ан-Нуман бин Башир, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: дозволенное очевидно, и запретное очевидно, а между тем и другим находится сомнительное, о котором многие люди не знают. Остерегающийся сомнительного очищает свою религию и свою честь, а тот, кто занимается сомнительным, подобен пастуху, который пасет свое стадо около заповедного места и вот-вот окажется там. Поистине, у каждого владыки есть свое заповедное место, и поистине, заповедным местом Аллаха на земле его является то, что запрещено им. Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и все тело, а когда приходит в негодность, то портит и все тело. И поистине, это сердце. Глава. Выплата пятой части является частью веры. Хадис под номером 53. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: когда к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, прибыла делегация племени Абд аль-Кайс, он спросил: кто эти люди? Они ответили: рабья. Он сказал: добро пожаловать вам, о люди! Не будете вы посрамлены и не станете сожалеть. Они сказали: о посланник Аллаха, мы можем приезжать к тебе только в священный месяц, ведь нас отделяют от тебя неверные из племени Мудар. Тогда же нам решающее веление, чтобы мы передали его оставшимся за нами, и благодаря этому вошли в рай. И они спросили его о напитках, а он велел им делать 4 дела и запретил им 4 других. Он велел им верить в одного лишь Аллаха и спросил: знаете ли вы, что такое вера в одного лишь Аллаха? Они ответили: Аллах и посланник его знают об этом лучше. Тогда он сказал: это свидетельство о том, что нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Совершение молитвы, выплата закята, соблюдение поста в Рамадане и выделение вами пятой части военной добычи. И он запретил им 4 вещи. Хантам – кувшины, изготавливающиеся из глины, в которую добавляли шерсть и кровь. Прежде в таких кувшинах в Медину привозили вино. Впоследствии запрет на использование таких сосудов был отменен, но запрет на употребление любых алкогольных напитков остался в силе. Дубба – сосуды для вина из высушенных тыкв. Накир – сосуды для вина, выдолбленные из корней пальмы. Музаффат или мукайяр – сосуды для вина, бока которых обмазывали смолой.
Имеется в виду, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил употреблять то, для чего эти сосуды и кувшины предназначались. А затем он сказал: «Запомните это и передайте тем, кто остался за вами». Глава о том, что дела оцениваются по намерению. Хадис под номером 54. Сообщается, что Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: поистине дела оцениваются только по намерению, и поистине каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести, и поэтому переселявшийся ради мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся». Хадис под номером 55. Передают со слов Абу Маасуда, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если человек расходует средства на свою семью, надеясь только на награду Аллаха, это становится для него садагой». Хадис под номером 56. Передают со слов Саада бин Абу Ваккаса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, ты обязательно получишь награду за все то, что потратишь ради лика Аллаха, и даже за то, что положишь в рот своей жене». Глава. Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Религия есть проявление искренности по отношению к Аллаху, к его посланнику, к мусульманским правителям и ко всем мусульманам вообще. Хадис под номером 57. Передают, что Джарир бин Абдуллах аль-Баджали, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я поклялся посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в том, что буду молиться, выплачивать закят и проявлять искренность по отношению к каждому мусульманину». Хадис под номером 58. Сообщается, что Зияд ибн Иляка сказал: «Я слышал, как в день смерти Аль-Мугейры ибн Шуба, Джарир ибн Абдуллах аль-Баджали, да будет доволен им Аллах, встал и восхвалил Аллаха, восславил его, и затем сказал: вам следует бояться одного Аллаха, у которого нет сотоварища, вести себя достойно и соблюдать спокойствие, пока не придет к вам ваш правитель, Амир. Ибо поистине он сейчас явится к вам». Затем он сказал: «Просите прощения для вашего Амира, ибо поистине он любил прощение». Далее он сказал: «А затем, в свое время я пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал ему: присягаю тебе в том, что буду оставаться приверженным исламу. Он же поставил мне условия проявлять искренность по отношению к каждому мусульманину, и я поклялся ему в этом. Клянусь Господом этой мечети, поистине я отношусь к вам с искренностью». Затем он попросил Аллаха прощения и спустился с мимбара. Книга 3. Книга знания. Глава. Достоинство знания. Аллах Всевышний сказал: «Аллах возвысит на много ступеней тех из вас, которые уверовали и которым даровано знание. И Аллах ведом о том, что вы творите». Коран. Сура препирательства. Аят 11. Всемогущий Великий также сказал: «И говори: Господь мой, прибавь мне знания». Коран. Сура Тахха. Аят 114. Глава о том, кому задали вопрос, когда он был занят беседой, и кто закончил ее, а потом ответил задавшему вопрос. Хадис под номером 59. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,
сказал: «Однажды к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который беседовал с собравшимися людьми, подошел какой-то бедуин и спросил, когда настанет час этот. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, продолжал разговаривать, не ответив ему. И некоторые люди сказали: он слышал, что сказал этот бедуин, но ему это не понравилось. Другие же сказали так: нет, он не слышал. Закончив разговор, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: где же спрашивающий о часе? Бедуин откликнулся: я здесь, о посланник Аллаха. Тогда он сказал: жди наступления этого часа тогда, когда будет погублено то, что отдано на хранение. Амана. Бедуин спросил: как же это будет погублено? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: так будет, если поддержание этого дела будет поручено неспособным. И тогда следует ждать наступления этого часа. Глава о возвышающем свой голос с целью передачи знания. Хадис под номером 60. Сообщается, что Абдуллах бин Амр, да будет доволен им Аллах, сказал: как-то раз пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отставший от нас в пути, присоединился ко всем остальным, уже после того, как настало время молитвы. А мы совершали омовение, и некоторые из нас начали протирать ноги. И тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, изо всех сил закричал: горе пяткам от мук огня! Дважды или трижды повторив эти слова.